Черемша. Как бы тут комары меня до клещи не съели, пока я тут за черемшой охочусь. Что ее тут мало, она мелкая совсем. Как солнышко отражается в воде. Тут следы крупного копытного. Что-то типа родника вытекает. Вот там. Можно здесь воду набирать, но до избы далеко тащить. Поэтому у меня у избы родник, в принципе, есть. Хоть он там не такой хороший. Вот это все, это грунтовые воды. Здесь везде вода. Очень много воды, особенно весной, в начале лета, вот сейчас. Снега таят. И все везде затапливает сильно. Поэтому в такое время лучше ходить с палкой, чтобы обходить. Удобнее было все эти воды. Сейчас я хочу где-нибудь остановиться, перекусить. Ну и палку, наверное, уже оставлю, она мне дальше не понадобится. Мошка, комары достают. Долго не посидишь. Чья-то норка. Тут недалеко, где я кушаю. Медвежьи следы. Такие еле заметные в грязи, потому что все размазалось, расплылось. Но их видно. И вот второй следик, это прям маленький. Медвежонка маленького. Вот тут. Это уже взрослый след. Вот так вот все затоплено. Потоп. Наверное, еще в моей земляночке-то тоже вода не ушла. Вот Мишаня рылся. Этого не было в прошлый раз. Значит, недавно разрыл тут корни под кустами. Наверное, бурундука какого-нибудь, нору рыл. Черемша. Ее тут нормально, так и она еще не переросла даже. Может быть, завтра на салатик пособираю. А я тут сушину прихватила и с ней тащусь. Потому что там таких сушин хороших днем с огнем не сыщешь. А тут, смотрю, валяется. Ну, там много упавшего всякого барахла. Но оно все довольно плохо горит. Потому что здесь влажность высокая, здесь все мокрое. Сейчас главное мимо не проскочить. А еще черемшу надо поесть же. Была здесь ровно месяц назад. Блин, комары зажирают. Делала заброску того, что мне нужно будет. Вот. Заброску я эту так поснимала чуть-чуть, потому что я без ночевки была. И выложила на Бусти и на втором своем канале. Ссылка будет в описании под этим фильмом, кому интересно. И кто еще не смотрел. Всего месяц прошел, а как все заросло за 1 месяц. Вон она, землянка. Чуть-чуть крыша виднеется, и уже не видно. Ну, здесь вот такой вот разгром, как всегда у меня. Рядом со избой специально это все. Я не убираю, я уже объясняла. И вон она, моя изба. Я еще даже не знаю, что меня ждет. Здесь
все там хорошо. Ну, привет, изба! Как жизнь? Так, ну что тут первым делом? Как тут дела обстоят? Ох ты! Это хорошо. Вода почти ушла за месяц. Мокро только. А так нормально. Но это меня прям радует. Это меня радует очень. Ну, значит, мне не придется в луже спать. Все, надо раздеваться, переодеваться. Я брала сменку с собой. Сегодня очень жарко, и вообще эти все дни обещают жару, поэтому я в таком туристическом платье. В тайге, конечно, в платьях не ходит, но только не Алина. В общем, я уже переоделась, переобулась. Комары иначе вообще капец атакуют. Разложилась. И знаете, я поняла, что я забыла. Конечно, не сильно важную деталь, но лучше бы я ее сегодня принесла. Я арматуру заказала, такие тонкие штыри железные. Вот, хотела костровище тут переделать немножко, над костровищем, вот вешать котелок вот эту. Хотела с арматурой сделать и забыла дома. Кстати, вот такие у меня крутые штаны. Это все после того же похода крутого. Я их уже все шила, перешила и даже в том походе зашивала. И они все равно снова все, конечно же, издрались. Вот, потому что такой был жесточайший поход по сильнейшему непролазному бурелому. Мне уже некогда было зашивать, да я не знаю, надо ли. Они у меня так, как расходник уже. Вот, что-то хочу показать. Принесла такие крючки, хочу прикрутить 2 термометра, потому что у меня тут термометров нет. Один на улице повешу, один в избе. Мыло, ковшик хочу на родник унести, и там пусть будет, буду набирать. Ну, топор и пила, конечно, она со мной все время придется. А, еще вот такую проволоку. Тяжелый, кстати, кусок. Ну, мало ли что примотать надо будет. Вот так повесила свое платье сушиться, потому что у меня вся спина мокрая. Ботинки повесила от медведя. Очень помогает запах человеческих ног. Вот, пускай они здесь висят. Вот здесь у меня всякая еда, влажные салфетки, свечи. В общем, все, что мне нужно. Вот это вот эти 2 пакета я притащила сегодня с собой. Короче, тут дофига всего. Так, хочу немножко обрисовать. Вот изба, объяснить людям. Она очень-очень маленькая и очень-очень низкая. Она где-то 1,5 метра на 1,5, наверное. Ну, то есть я вот тут вот только-только помещаюсь, я 1,57 метра. Вот. Тут не развернешься, не разложишься, ничего не сделаешь, никаких столов, ничего. Вот 2 лежака — это спать. Я хочу немного тут переделать, если у меня получится. Может не получиться. Почему? Потому что вот такие там камни огромные. А я хочу здесь маленько покопать, чтобы печь мне установить. Я хочу ее установить вот сюда вот двери, как во всех нормальных избах. А не вот так вот, как она здесь, постоянно в луже плавала. Но она здесь будет в луже плавать, конечно, по весне. Вот, ну, ладно, не об этом сейчас. Вот труба осталась от старой печки. А здесь надо будет заделывать крышу. Вот, и все это убирать. Ну, я не знаю, получится или нет. Это так у меня задумки еще. Так, вот я сейчас зайду в избу. Мне, правда, неохота там в эту мокроту туда лезть. Наверное, все-таки я так себе не смогу снять. И вот я стою. Крыша, она вверх вот так идет, а чем дальше туда, тем ниже. То есть, если я закопаю, как мне тут советуют, вот я в этой яме стою по колено, яма по колено, то я буду стоять вот так уже, согнувшись. Все. Это вот на чем спишь, это будет пол. Надеюсь, теперь понимаете, почему невозможно эту избу закопать. Вот. Ее возможно закопать только в том случае, если венцы добавлять. Но мне это нафиг надо, ее разбирать и столько трудов вкладывать. Нет, я не вижу смысла этого делать. Я сделаю все, что смогу для этой избы, все, что в моих силах, и на этом достаточно. Так, и еще, почему невозможно прокопать траншею? Потому что здесь бурелом, тут огромные вот эти вот камни, вот такие под землей. И траншею, чтобы прокопать, чтобы вода выходила. Вы понимаете, здесь какая глубина. Мне нужно копать ниже этой глубины.
И чтобы вода-то выходила. Где-то вон они, камни торчат. Вот. И это вы представляете, какую мне траншею глубокую. Глубокую-преглубокую нужно копать. Это нереально. Я вам не экскаватор, товарищи. Это здесь нереально. Это вам не песок, не земелька мягкая. Это просто огромные камни и бурелом. Я, кстати, на калоши вот так гамаши натянула. Ну, это, конечно, может, не сильно-то поможет от мусора, но мне кажется, спасет. Не будут калоши засыпаны всякой шелухой таежной. Я еще не знаю, на 2 ночи я или на 3, но я хочу уложиться, попробовать в 2, потому что, ну, у меня дела. И не могу так надолго заезжать в одно место. Вот. Скорее всего, я на 2 ночи. И уже наболтала дофига, хотя не собиралась снимать. У меня тут слов немножко нет. Я, конечно, так далеко все спрятала и так буреломно. А еще за месяц все позаросло, что я, блин, сама еле пробираюсь. А как я еще 2 мешка вытаскивать сейчас буду. Я вот смородинки еще нарвала по дороге. Для чая. Кармашек. Ай. Опа. Вот такие 2 мешка я в прошлый раз принесла, когда заброску делала без ночевки. Такую железяку я заказала. И хочу вот сюда ее так, оп, ну вот так открывать. Или в эту сторону. Ну вот. Надо открутить и прикрутить, и посмотреть, будет ли это работать. У меня есть вот такой малюсенький разводной ключик. Я его специально сегодня взяла с собой. Главное не потерять мне его. Это мой любимый. Я вот сейчас попробую открутить и сделать эту железку. Короче, я уже и топором поддолбила, но сильно приржавела. И так, и сяк никак не могу открутить. В общем, надо жидкость эту покупать. Забыла, как она называется. Вот я ей брызгала вот дверку, она тоже не открывалась. Побрызгала, она стала открываться. Вот, и надо вот сюда побрызгать, чтобы смоглось открутить. Либо железяку другую заказывать, чисто вот такую, чтобы вот сюда привинтить, да, посередине. И, но мне бы хотелось больше так. Ладно, до печки еще далеко, до установки. Посмотрим, что с этим можно сделать.
Железку можно внутрь запихать. Проблемка. Штучка, которую я купила, чтобы как умывальник была, она не подходит по размерам. Ну ладно, невелика беда. Будем по-другому, значит, делать. Ничего страшного. Это так временно. Попало, конечно, я сделала. Ну, я вообще-то умывальник сюда хочу купить, принести. Пока что так. Эту воду я набирала, когда делала заброску в прошлый раз в роднике. А сегодня до родника еще даже не ходила и вряд ли пойду. Вода пока есть. Завтра схожу. Этой воды хватит. Ой. Ну, комары, блин, застали. Надо костер разводить. О, хоть что-то. Руки сполоснуть пойдет. Комары одолеваются страшной силой. Мне так-то даже и без костра хорошо, но я решила не запариваться, бензин оттуда налила. Бензин вообще быстро прогорает, так что это ненадолго. Ох, сразу как хорошо. Комары все отлетели. Кстати, чурбаны некоторые сырые. Видимо, крыша это уже конкретно протекает.
Я купила тент, но не знаю, подойдет ли он завтра. Хочу попробовать накрыть. Фу, жарко. Пихта вообще плохо колется. У нее сучков так много, которые держат. Ох, какой сучок держит, гад. Я тут уже ужинать собираюсь. У меня будет сублимат. Они маленькие, поэтому 2 штучки заварю. Рис с рыбой. Огурчик, помидорчик, лучочек. С майонезиком. Вот картошечка лежит, ждет, запеку потом. И зефирка. Вот. А воду решила на газу греть. Я сюда газ приносила, 2 баллона. И один у меня здесь был, 3 баллона газа. Вот, так быстрее, проще. Костер у меня так, чтобы комаров отпугивать. О, как раз закипело. Так, есть один минус, накрыть нечем. И ложку я не достала. Ладно, сейчас мы это исправим. Смотрите, как у меня умывальник оборудован. Тут мыльце. Кстати, такая мыльница прикольная. У нее вытаскивается вот эта штука. Вот сама мыльница. В Китае заказала. Вот она тут открывается. Вот эта штука вытаскивается. Можно отдельно вот так класть. Специально для похода купила. И вбила гвоздик, повесила полотенце. Ну и вот такое у меня местечко получилось умывальное. Вот такое у меня объеденится. И вообще вечер очень прекрасный. Костер трещит, птицы. Вообще тут все время птицы поют. Это у меня сублимированный рис с овощами и треской. Очень вкусный. Может, выглядит не очень, но прям очень вкусный. Помидоры, огурцы, лук. Ну, в общем, я это говорила все. Здесь у меня такое типа соевые, как они, креветки называются. Я вообще креветок не ем. Но вот соевые. Они страшные, но вкусные. У меня уже клещ спил, цапнул. Это не важно. Картошечку отправила запекать. Время 9:30. Солнышко зашло. Птицы поют, заливаются. Видите, здесь пихта в основном растет, и она вся, ее уссурийский полиграф жрет. И она вся гибнет, просто нещадно гибнет. Так жалко. Когда-то она вся упадет, и здесь вообще лысо будет. Вот тут не было такого лысого пространства когда-то. Просто пихта погибла и упала. И вся вот эта пихта, она гибнет. Гибнет и упадет.
Я вот думаю, вот здесь вот прям у избы стоит несколько пихт, таких довольно толстых. Вот это вообще толстенная. И когда-то они на нее упадут, потому что они уже погибают. Постепенно они, конечно, съедятся полиграфом и упадут. И когда-то избе придет конец. Так что наслаждаемся, пока она есть. Все-таки ночные птицы прекрасны. Картошечка. Картошечка запеклась. Горячая. Время уже 10 вечера, еще ну так немножко сумерки, не совсем темно. Ох, картофанчик. Опа. Картошечка. Как же я люблю запеченную картошку. И запеченную, и вот эту вот дольками тоже люблю, когда с майонезом-то я делаю на шампурике. Ну, в этот раз я морковку не взяла, но картошка у меня еще одна осталась. Может быть, завтра на шампуре запеку. Слушайте, как птицы поют. Здесь почему-то всегда так сильно птицы поют. Вот сколько раз я тут с ночевками оставалась, все время, ну, в летнее, конечно, время, все время вот такое ночное пение, концерты. Так вот у меня в избе что-то только 2 свечки нашла. Мне кажется, я больше приносила, но чуть не могу найти. Я их заранее зажигала, чтобы тут хоть маленько от свечек потеплело. Вот, расстелила каремат, спальник вот мой сейчас разложу, подушечка. Все. Кстати, у меня тут нож рядышком под рукой. И даже мотыгу занесла. Думаю, она острая такая, хорошая. Ну, на всякий, конечно, но так. Ну и пила даже тут лежит. Надеюсь, меня там видно, а то изба-то малюсенькая, снимать очень сложно. Ну вот, время где-то 11:30. Думаю, надо лечь немножко пораньше, надо выспаться. Сегодня очень рано встала, завтра много дел.
Вот. Так, сколько там градусов, интересно. Что там? 18 или 17 градусов. О, так тут Ташкент. Нормально пойдет. Я даже сейчас пока, наверное, так лягу. Ну вот, повечеровала я. Подошел вечер к концу. Прекрасный сегодня день. Почти ничего я, конечно, не сделала за сегодняшний день. Ну, потому что я устала, во-первых, дорогой, во-вторых, пришла я довольно поздно. Да, в принципе, что себя оправдывать. Хотелось просто повечеровать, отдохнуть. Вот, завтра у меня целый день рабочий будет. Такие дела. Свечи я, наверное, пока не буду задувать. Выключу только фонарики. Все, всем спокойной ночи, до утра. Опа. Ой, как хорошо-то. Ой. Как же я люблю это время. Вечерование, потом вот так вот ляжешь, ноги вытянешь, которые устали за целый день. Так хорошо. Ой, что-то мне даже жарко. Ой, я не ожидала, что так будет тепло. Ой, как хорошо. Валяюсь пока так. Свечечка горит. Картина какая. Класс. Вообще, на самом деле, этой избой надо прям жестко заниматься. Сначала хочу разобраться с печкой. Надо будет и вот эту дыру заделать, если я печку буду в угол ставить. И тут, короче, вот этот мох сухой, он весь, вон, висит, вылазит. Очень много щелей. Надо приносить. В общем, чем щели заделывать. Все, он, мох весь, он висит. Сыпется. Все надо заделывать. Все щели законопачивать. Вот. Ну, пока лето, пока это не актуально. Можно другими делами заниматься. Ну, в общем, я на заметку это себе взяла. Доброе утро, земля. Так хорошо в этой избушке спится. Единственное, немножко скатываюсь постоянно почему-то. Наклон, видимо, что ли. А так вообще спала как младенец. Тепло, хорошо, уютно. Единственное, сыро. Вот у меня стояли калоши, они внутри немного отсырели. Надо спальник вынести на солнышко. О, птицы так заливаются, поют, так классно на улице. Только жарко, наверное, сегодня будет.
Всю ночь костер поддерживался, отгоняя диких животных. До сих пор немножко дымит. Хочу похвастаться вот таким телефоном новым. Заказывала его на Алиэкспресс. Вот. Он противоударный такой, броневой. И он воды не боится. У него есть ночная съемка. Но от видео я не нашла ночной съемки, а фото точно есть. Вот здесь вот кнопка включения, звук. Вот эта оранжевая кнопка еще не поняла зачем. Здесь вставляются сим-карты. По-моему, там 2 слота, если я не ошибаюсь. Я еще сильно его не разглядывала. Оперативная память у него 12 гигабайт, плюс расширение 24 гигабайта. Внутренняя память 256 гигабайт и плюс расширение на 2 терабайта аж. Вот. Телефон такой, конечно, мощный. Но он зато противоударный. Его можно и бросать, и кидать, и не бояться, что с ним что-то произойдет. И можно и в воду уронить, и можно под водой снимать. Вот. Короче, такой телефон подойдет тем, кто не в пешие походы ходит. Вот, допустим, там сплавы на машине, на велике. Вот, это как выручка будет. Кому интересно, могу в комментариях дать ссылку на Алиэкспресс, где его можно купить. Вот. В общем, такой неплохой телефон. GPS, все тут есть. Наушники можно вставлять. Быстрая зарядка у него есть. Пришел в такой красивой, хорошей коробочке. Был у него в наборе блок питания вместе с проводом. И инструкция, кстати, на русском языке. Он поддерживает русский язык, вот что самое главное. Ну, такой неплохой телефончик. Это абсолютно новая модель. Называется Пилот 3. Я тут еще ничего в нем вообще не установила. Вот. Просто меня соблазнил этот телефон тем, что он противоударный, и то, что он воды не боится. Ну и то, что у него ночная съемка есть. Ночное видение у него там есть. Ночное видение. Короче, я запуталась. В общем, кого интересует такой телефон, ссылку могу дать в комментариях. Прямые ссылки я не оставляю, потому что рекламу я не делаю. А так в комментариях могу ссылочку дать на Алиэкспресс, где его можно купить. Кстати, у него вполне приемлемая цена. Он сейчас там по акции, по хорошей.